Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что никогда в своей жизни не нужно делать, чтобы не привлечь беды, проблемы и неприятности в свою жизнь. Вы знаете, для того, чтобы ваша жизнь складывалась удачно, успешно, гармонично, важно вовремя проделывать определенные практики, ритуалы, которые будут вам в этом помогать. Окружать себя правильными людьми, а также нужно придерживаться определенных правил, благодаря которым ваша жизнь будет наполняться благоприятными и светлыми энергиями, а также держать ее в секрете. Не стоит обсуждать с окружающими вас людьми и темы, которые касаются религии, спорта, денег, потому что когда вы общаетесь на эти темы, часто возникают конфликты, которые способны притягивать сильный негатив, а с ним и неприятные изменения в вашу жизнь. Если вы внимательно посмотрите, то вы увидите, что богатые и успешные люди очень часто молчаливы. И это не из-за того, что они не знают, как поддержать разговор или, например, доказать свою точку зрения, а таким образом они стараются сохранить свои положительные энергии возле себя и не притянуть события, которые внесут в их жизнь ненужные коррективы. Вы должны понимать, что у людей есть очень часто разные взгляды на жизнь и на многие ситуации, поэтому не стоит рисковать и лучше непредвиденные ситуации обходить стороной. То же самое касается и ссор, споров, выяснения отношений. Если вы часто вступаете в конфликты, вы должны быть готовы к тому, что ваше биополе с каждым разом будет становиться слабее и слабее, что в результате приведет к тому, что вы станете подвержены чужому влиянию и вас легко будет сглазить. Не стоит обсуждать и свои планы на будущее. Держите это в секрете. Не все способны осуществить или даже думать в том направлении, как вы. Поэтому человек в этот момент может сильно позавидовать вам, что в результате приведет к тому, что вы и результат желаемый не получите, и энергии нужные для вас перестанут к вам поступать. Лучше придерживаться очень простого правила, чтобы потом не думать, как выходить из той или иной ситуации. Сделайте, добейтесь, осуществите желаемое, а окружающие вас люди и сами это все увидят. Даже если в какой-то момент вы потерпите неудачу, никто не будет злорадствовать и радоваться этому, а вы, немного переосмыслив и подумав, почему с первого раза у вас не вышло, вы продолжите дальше двигаться к поставленной цели. Вас никто ни в чем не упрекнет, не посмеется над вами. Вы не опустите руки, не впадете в депрессию от того, что вам неприятно в тот или иной момент. Не стоит никому и никогда давать советы. Избавьтесь от этой привычки, если такая у вас имеется. Этим действием вы окружаете себя очень сильным негативом. Таким образом, вы стараетесь показать, что без вас не могут обойтись, что вы очень много всего знаете. Но на самом деле это совсем не так, и такими действиями вы мешаете поступлению светлых энергий не только в жизнь того человека, которому даете советы, о которых вас не просили, но и в свою. Так как данный человек, злясь в этот момент, излучает сильный негатив по отношению к вам. Возьмите за правило следить только за своей жизнью и думать о том, правильно ли вы живете и правильно ли вы поступки совершаете. Ведь от этого напрямую зависит, какие энергии вы будете к себе притягивать и как будет благодаря им складываться ваша жизнь. Если вы занимаетесь благотворительностью, это вы делаете только сами для себя, и не стоит даже близким друзьям рассказывать о своих поступках. Вы таким образом стараетесь в глазах других людей показать себя лучше, чем вы есть на самом деле. А неуверенный в себе человек способен оставаться без светлых энергий, что в результате притягивает к нему различные неприятности и проблемы. Но не делая вывода, он продолжает жить в таком же направлении, чем очень усложняет свою жизнь. Если вы кому-то помогаете и не выставляете это на показ, вы делаете это от души, а значит без скорости, чем притягиваете в свою жизнь хорошие энергии. Также, сделав хороший поступок, тут же забудьте о нем.
Как только вы будете постоянно о нем говорить вслух, вы сразу же все перечеркнете, ничего хорошего из этого в результате не выйдет. Не стоит посвящать окружающих вас людей в события, которые происходят в вашей жизни. Для кого-то то, что для вас важно, может быть смешно и, возможно, даже непонятно. Например, если вы сели на диету или дали себе обещание в чем-либо, которого собираетесь придерживаться, то зачем окружающим людям об этом знать? Вы же делаете это только для себя, а не для того, чтобы от кого-то услышать одобрение. Также не забывайте, что за ваше решение, поступок вас могут начать критиковать, распускать о вас сплетни, а это, в свою очередь, будет окружать вас негативом, который будет мешать вам в ваших действиях. Живите спокойно своей жизнью, совершайте свои поступки и оградитесь от окружающих стеной, за которую и не стоит заглядывать. Попробуйте и увидите, сколько всего вы можете осуществить и сделать из того, что раньше было вам не подвластно. Ваши достижения, помните, интересны только вам, поэтому не стоит кричать о них на каждом шагу. Такими действиями вы снова-таки можете вызвать зависть, что наполнит вашу жизнь лишними проблемами. А если ваша жизнь будет вызывать постоянную зависть, то в результате ваше биополе просто со временем будет разрушено и ничего хорошего вас не будет ждать. Вы станете слабым человеком, будете плохо спать, постоянно плакать и нервничать, что повлияет на вашу привычную жизнь, работу и семью. Не собирайте сплетни, это разрушительная энергия, когда вы пересказываете вещи такого плана, вы еще в большем размере увеличиваете разрушительный негатив, который вас в данный момент окружает. Вы ведь помните, что слова, которые вы произносим, они несут в себе энергетический заряд и способны улучшать или ухудшать нашу жизнь. Таким поступком вы также очищаете энергетическое поле человека, который начал распространять сплетни. Чем делаете его жизнь лучше, а вокруг себя все это собираете и накапливаете. Не стоит с любыми людьми, кроме своей семьи, с которой вы живете под одной крышей, обсуждать доходы, потому что люди часто завистливы, они жадные и злые, а вы, выставляя на показ то, что имеете, вы таким образом будете эти качества только усиливать, что неприятно скажется не только на ваших с ними отношениях, но и на вашей жизни в целом. Если человек вам отправляет такой сильный посыл, в тот момент, когда у вас будет ослаблено биополе, он просто перевернет вашу жизнь с ног на голову. Сколько вы зарабатываете, сколько тратите, сколько кому и на что даете, это только ваше дело, должно быть так и никак иначе. Соблюдая эти правила, раз в 3 месяца все же не забывайте проводить энергетическую чистку. Для этого зажигайте свечу любого цвета, а на макушку головы кладите кусочек белой ткани. Сверху на нее насыпайте щепоточку соли, щепоточку черного перца. И указательным пальцем правой руки делайте по ткани 3 круга, проговаривая при этом такие слова. Главный энергетический канал очищаю, весь негатив собираю, соль все собирай, перец вбирай и меня оберегай. Проговорив эти слова, скручивайте ткань в узелок, берите свечу в руку и проводите ей полностью по вашему силуэту, проговаривая такие слова. Защиту от помыслов и негатива выставляя, если придет об защиту, ударится и дальше не пройдет. Свечи дайте догореть и вынесите ее и узелок подальше от дома.